Всем огромный привет! Это видео о сборе сосновой пыльцы и ее пользе. Сосновая пыльца с медом – это очень полезный продукт. Полезные свойства сосновой пыльцы известны очень давно. Ее можно собрать легко самому, в отличие от цветочной пыльцы, но тут нужны пчелы. В этом деле главное своевременность. Если упустить момент, пыльца просто высыпется. Но о всем по порядку. Каждую весну сосны зацветают, но цветы этого дерева необычные. Это небольшого размера, видоизмененные побеги, которые напоминают шишки. Это мужские соцветия, в которых находится пыльца яркого желтого такого цвета. Так как это мужские половые клетки, которые предназначены для размножения, для того, чтобы зародить новое здоровое потомство, то именно поэтому в ней находится очень большой запас ценных макро-микроэлементов. А большое содержание витаминов, витамина А, В, С, комплекс минеральных веществ, цинк, железо, медь, очень большое содержание всех полезных веществ, которые напрямую помогают быстро справиться с простудными вирусными заболеваниями, повышает иммунитет, положительно пыльца сосновая влияет на работу органов дыхания, помогает даже избавиться от сильного кашля. Именно поэтому всем астматикам рекомендуют и прогулки в сосновом лесу. Такая пыльца не провоцирует аллергической реакции, разве что индивидуальная непереносимость, имеет уникальную способность уничтожать возбудителей одного из самых страшных болезней – туберкулез. Она действует как натуральный антибиотик, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина. Для диабетиков тоже снижает уровень сахара в крови, улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника. Весь состав и перечень полезных свойств сосновой пыльцы перечислять не буду, чтобы не забирать ваше время. Кому интересно, всегда можно найти и почитать. И так как сосны цветут по-разному, и это напрямую зависит от климатических условий, для каждой природной зоны это свое время. В солнечную погоду они зацветают намного быстрее. Так как у нас весна очень холодная, то сосны в этом году у нас зацвели в конце мая. Собираем сосновую пыльцу, когда мужские соцветия превратятся из зеленых в желтые или такие бежевые. Удобнее, конечно же, всего собирать, когда эти соцветия желтые и даже еще не пылят. Мы уже смогли попасть в этом году в лес сосновый, когда они уже начали активно пылить. Немного неудобно собирать, так как пыльца сильно осыпается. Мы не успели из-за проливных дождей в этом году. Осторожно отрываем эти соцветия, чтобы ничего не рассыпалось. И собираем, уносим домой. Вот такие ярко-желтые соцветия, которые, видите, активно они выделяют пыльцу. Если пропустить 1-2 дня, то пыльца просто рассыпается и все. И тогда уже у нас не получится ее собрать. Уже упустили, получится момент такой. Если пыльца будет такая не зеленая, но ярко-желтого цвета и еще не пылит, тоже я ее собираю, просушиваю, и она в домашних условиях раскрывается. И очень легко можно просеять через сито, и получится у нас тоже большая порция пыльцы. Еще удобнее такую пыльцу собирать. Просто расстелить на листе бумаги, высушить ее в сухом месте, и еще проще. Это уже пыльца по истечению 2-3 дней. Видите, уже пыльцы нету.
Так что тут главное своевременность, не упустить момент, чтобы она не высыпалась. Да, кстати, и на соснах сейчас только вот начинают развиваться молодые шишки, где-то через недели 2-3, когда они будут еще молочной спелости внутри, тоже их можно собирать и готовить сироп от кашля, от простудных заболеваний. На канале у меня есть видео, вверху оставлю подсказки, в описании под видео ссылки. Кому интересно, тоже переходите, смотрите. Вот эти соцветия мы принесли домой, насобирали сколько смогли. И теперь с помощью сита я вот небольшое количество, так как она у меня уже осыпается, я сейчас одну порцию пыльцы просею через сито над миской, просеваю, немножко приминаю рукой, и получается таким образом несложно можно получить пыльцу сосновую. Часть пыльцы у меня получится просеять, но чтобы получить всю пыльцу из этих соцветий, лучше всего ее просушить. Или в сушилке, или просто расстелить на бумаге. Если ее не просушивать, то часть пыльцы мы просто потеряем. Но я хотела получить сегодня порцию свою пыльцы, поэтому я вот просеяла, а остатки отправляю на поддон, застелила пергаментом, зубочисткой сделала проколы в пергаменте и отправлю на ночь сушиться в сушилку. И потом на другой день у меня получится порция пыльцы. Вот у меня получилось. Буду готовить в пол-литровой банке. Так как мед выступает консервантом, он законсервирует нашу пыльцу, и в это время, когда есть сосновая пыльца, мед весь кристаллизованный. Это понятное дело. Поэтому я его растопила на водяной бане и в чистую сухую баночку отправляю пыльцу, вся, которая у меня получилась. Тут у меня вышло где-то 4 столовых ложки с горкой пыльцы. И я буду ее консервировать медом. Вот на 4 столовых ложки пыльцы, которых у меня получилось, добавляю мед. Мед тут будет как консервант для того, чтобы пыльца не испортилась и хранилась очень долго. На эту полулитровую банку 4 столовых ложки пыльцы, я вам скажу, это очень большая дозировка. Поэтому, когда будет свежий мед, я возьму и вот, например, вот эту полулитровую баночку разделю на половину, пополам, и на литр меда добавлю законсервированную эту пыльцу, и потом будем принимать. Или же, если вы будете принимать в таком количестве, тогда буквально 1/4 чайной ложечки такой пыльцы, но желательно ее разводить в большем количестве меда. В итоге дозировка это 2 столовых ложки пыльцы на 1 литр меда, если без горки ложки. И принимаем по 1 чайной ложке 3 раза в день, 2-3 недели, максимум 1 месяц. И так как все должно быть в меру, из-за того, что тут очень большое количество и витаминов, и минералов, то обязательно надо делать перерывы, когда мы принимаем. То есть постоянно это принимать не надо. Или же по показаниям, если есть кашель, вот чайную ложечку 2-3 раза в день принимаем. Если вот в таком виде, тогда буквально четверть чайной ложки. И вот те сосновые побеги, которые я просушивала в сушилке для того, чтобы ускорить процесс сушки, я теперь повторно буду просеивать. И из этого всего количества у меня получилось 3 поддона этих побегов. У меня получилась еще точно такая же порция пыльцы сухой.
Но в сухом виде я предпочитаю ее не хранить. Хотя, если она очень хорошо у вас просохла, то без проблем. Я консервирую медом ее, и тогда я спокойна, что никакие жучки не заведутся, моль, ничего не закиснет. А с медом она хранится очень долго. Вот вторую пол-литра у меня получится 2 пол-литровых баночки запаса. Но вы поняли, что тут концентрация очень большая, поэтому на семью из 4 человек нам на год, думаю, будет достаточно вот такого замечательного витаминного средства. Вот эти сухие побеги, которые очень хорошо высушились, я не выбрасываю, сложу в банку сухую, закрою крышкой и буду добавлять, например, небольшое количество в чай лечебный. Или же можно делать ингаляции как добавка. Надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Если это так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Не забывайте нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория.